Друзья, в этом ролике я покажу весь процесс установки акриловой ванны, а также монтажа экрана. Расскажу про все нюансы и тонкости этой работы. Ролик будет полезный и интересный, поэтому усаживайтесь поудобнее. Всем привет, с вами как всегда Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В моем ремонте пришло время устанавливать ванну. Я не очень люблю чугунные и стальные ванны, мне больше нравятся акриловые. В данном случае это ванна из Скварила. Она похожа на акриловую, но более крепкая и ровная. Вследствие этого она стоит дороже, чем акрил. Первым делом нужно смонтировать ножки. Для того, чтобы перевернуть ванну, используем заводскую упаковку из картона. Это очень удобно. Укладывать ванну на твердое основание ни в коем случае нельзя, она может поцарапаться. В этой модели ножки приклеиваются, поэтому нужно обезжирить поверхность. Для этого используем растворитель. В комплекте идет 2 пластиковых основания и 4 ножки. Перед приклейкой основания отцентровываются при помощи рулетки. Затем приклеивается на двусторонний скотч. Вообще, конечно, чаще ножки просто прикручиваются, но встречаются и такие модели, где основание приклеивается. Очень часто во время установки ванну дополнительно шумоизолируют, чтобы не гремела вода. Для этих целей используют монтажную пену. Я вам подскажу более качественный, эффективный и быстрый способ. В ролике про тихий санузел я использовал специализированную виброшумоизоляцию для канализационных труб от компании Стандарт Пласт. Со своей задачей она справляется хорошо и стоит относительно недорого. Эта шумоизоляция хороша для канализационных труб, а вот для ванны лучше всего подходит как раз таки автомобильная виброшумоизоляция. Самая распространенная автомобильная виброшумоизоляция STP. Стандарт Пласт. Это фольгированный, вибропоглощающий материал с самоклеющимся мастичным слоем. С обратной стороны антиадгезионная бумага. Материал очень удобный в работе и хорошо повторяет форму объекта, который обклеивается. В данном случае ванны. Есть разные разновидности. У меня в наличии есть и Silver, и Gold. Они отличаются по толщине. Перед приклейкой шумоизоляции ванну обезжириваем и протираем растворителем. Так она лучше прилипнет. Такая шумоизоляция придает дополнительную жесткость конструкции. Материал универсальный, его используют для обклейки кухонных моек, душевых поддонов, канализационных труб и ванн. Также в своей практике я видел, как обклеивали оконные отливы на улице, чтобы не гремел дождь. Дальше начинаем обклеивать ванну листами. Для лучшего прижатия можно использовать металлический валик, если он у вас, конечно, есть. Кстати, в некоторых ваннах в комплекте идет небольшой кусок похожей виброизоляции, для того, чтобы приклеить его в зону падения струи крана. Работа эта не особо сложная, аккуратно обклеиваем всю ванну. После такого тюнинга ванна становится гораздо массивнее и будет хорошо гаситься вибрация. Также это положительно скажется на теплоизоляции. Швы между листами проклеиваю алюминиевой лентой.
Виброшумоизоляция ванны готова. Рекомендую предварительно выставить ножки на необходимую высоту. Так как основание, стяжка у нас ровная, просто используем обычную рулетку и по очереди подкручиваем все ножки. Высота установки ванны в моем случае 60 см от пола. Это обусловлено раскладкой плитки. Забегая вперед, скажу, что ванну пришлось поднять на несколько сантиметров вверх из-за канализационного стояка. Высота установки ванны по нормам 60 см. Она может варьироваться от 55 до 65 см в зависимости от моделей. Но есть факторы, которые влияют на установку ванны независимо от каких-либо норм. Первое – это высота канализационного стояка. Если он от застройщика слишком высоко, и вы не можете его переделать, то вам не удастся установить ванну на 60 см. Придется ставить ее выше, чтобы был слив. Также еще на установку влияет дизайн-проект, то есть раскладка плитки. Если вы подбираете плитку специально под ванну, и у вас, допустим, она должна, ванна стоять под третий ряд без подрезки, то тут уже тоже не стоит обращать внимание на какие-либо нормы, ставьте как вам нравится. Главное, чтобы позволяла высота канализационного стояка. Сразу хочу предупредить, что жертвовать эксплуатационными качествами ванны, то есть сливом, не стоит ради красоты. Потом будете мучиться и сгонять воду, не знаю, веником или тряпкой. В комплекте с ванной идет одноразовая коронка, которой еле-еле хватает на одно отверстие. Особенность этой модели ванны в том, что здесь можно просверлить отверстия с разных сторон, в зависимости от необходимости. Мы делаем отверстия по классической схеме, в голове ванны. А вообще можно еще сбоку, слева или справа. У других производителей обычно это отверстие уже сделано, и вы просто покупаете ванну сразу с левым или правым отверстием. Просверлить этим дешевым куском железа отверстие – та еще камасутра. Пришлось повозиться минут 20. Обратите внимание на лицо Дмитрия, как будто вскрывает сейф в банке. Видео я очень сильно ускорил. Могли бы в комплекте ложить что-то получше. Ванна ведь дорогая. Забыл еще одну очень важную вещь. Пока ванна была перевернута, надо было приклеить брусок для профиля. Поэтому пришлось еще раз ванну перевернуть и вклеить брусок. Переворачиваем назад ванну. Без лишней работы настройки никак нельзя. Обезжириваем то место, куда будет клеиться брусок. Брусок размером 35 на 25, обычный строганный, купленный в соседнем магазине. Приклеиваем на полиуретановый клей герметик. Это будет основа, к которой можно прикрутить направляющий профиль. Важно оставить расстояние по толщине для гипсокартона и плитки. Перед тем, как устанавливать ванну на свое место, нужно сделать гидроизоляцию. По периметру приклеивается гидроизоляционная лента и под ванной наносится мастика в 2 слоя. На стену заходим примерно на 10-15 см. Drowning at the
Гидроизоляция Терезит Экспресс CL51 высыхает очень быстро. В комментариях обязательно спросят, почему я не нанес гидроизоляцию на все стены и пол, а только лишь под ванну. Это все банальная экономия. У меня штукатурка цементно-песчаная, она не боится воды. Плитка будет с эпоксидной затиркой, то есть доступа воды к основанию фактически нет. Поэтому я решил сэкономить и сделать гидроизоляцию только под ванной. Также в комментариях напишут, что у тебя же целое ведро гидроизоляции, тебе хватит его на всю ванну. На самом деле эта гидроизоляция в гараже стоит у меня уже несколько лет и давно просрочена. Под плитку я вот не рискнул бы ее мазать, вдруг отвалится, а под ванну там никаких рисков нету. Перед установкой еще нужно собрать сифон с переливом. Это лучше сделать сразу, потом будет неудобно. Сифон полуавтоматический с крутелкой на переливе. Слив закручивается чем-то плоским и большим. Дима использует монету, я обычно закручиваю стамеской. А вот камера зафиксировала, как Дима уронил в ванну шайбу. Хорошо, что не поцарапалась, я надеюсь. В установке сифона самое главное не пережимать пластиковые винтовые соединения. Бывает так, что они лопаются. Все остальное по инструкции, так как модели бывают разные. После сборки сифона можно ставить ванну на свое место. Временно подсоединяем сифон к канализации. Что касается подсоединения ванны к канализации, то тут лучше всего использовать просто трубу, без какой-либо гофры. Труба 50, подбираете нужные коления и подсоединяете напрямую. Тогда у вас слив не будет засоряться. Сбоку Дима приклеивает временно 2 куска плитки, чтобы по этому уровню выставить ванну. Ориентируясь на плитку, выставляется лазерный луч. Затем подкручиваются ножки до необходимой высоты. Если ножки выставлялись предварительно, то крутить много не надо. Все перепроверяем обычным пузырьковым уровнем. После того, как выставили необходимую высоту, наливаем в ванну воду и проверяем, как работает слив. В конечном итоге ванну пришлось поднять на несколько сантиметров. Будет подрезаться ряд плитки. Ванна устанавливается строго по уровню, без каких-либо дополнительных наклонов. Когда ванна изготавливается на заводе, наклон делается внутри. Очень часто допускают ошибку, когда ванну еще наклоняют в процессе монтажа. Получается, что ванна стоит криво по отношению к плитке. Отодвигаем ванну в сторону.
Размещаем на стене опорный профиль, который будет прикручиваться. Мы будем использовать профиль для гипсокартона. Еще можно использовать старое правило. Профиль приклеивается полиуретановым герметиком и прикручивается при помощи дюбелей. Прежде чем сверлить, убедитесь, что в стене нет труб. Для того, чтобы профиль не прогибался, в него вставляется внутрь другой профиль и приклеивается полиуретановым герметиком. Затем сверху наносится полиуретановый герметик для того, чтобы к профилю приклеилась ванна. Ванна становится на свое место, упирается в стену и приклеивается к стене и профилю. Снова подсоединяется сифон. После установки ванна наполняется водой, чтобы она осела и приклеилась в таком положении. По периметру ванны клеится малярная лента, чтобы ее не испачкать полиуретановым герметиком. Затем в щель, которая образовалась между ванной и стеной, наносится полиуретановый герметик. Он дополнительно приклеивает ванну и герметизирует шов. Затем лента снимается. Ванна фактически установлена. Теперь нужно сделать экран и опору под полочку из плитки в торце ванны. Самый простой способ сделать экран для ванны – это любой листовой материал по типу ГВЛ или гипсокартона, прикрученного на металлический каркас на профиле для гипсокартона. Если все сделать правильно, он надежный и крепкий. Знаю, что есть мазохисты, которые делают экран из блоков, но это неоправданно большие трудозатраты и, в общем-то, много геморроя. Не рекомендую. Перед началом работы обклеиваем ванну для защиты. Делаем шаблон из плитки и ГВЛ. При помощи лазерного уровня отмечаем, где приклеивать профиль. Профиль, кстати, клеится на полиуретановый герметик, не прикручивается. Прикручивается только к верхнему бруску. Опора под полку из плитки делается из кирпичей. Они выкладываются на ребро вдоль стены.
Затем выставляются поперечные стойки профиля. После этого все зашивается листом ГВЛ. Люк скрытого монтажа делаем под цельную плитку на магнитах. Забегаю немножко в будущее и покажу, как это выглядит после укладки плитки. Вот как выглядит экран. Люк сделан под целую плитку. Он еще не замазан силиконом. В процессе потом он замажется силиконом и прорежется лезвие. Снимается при помощи присоски. Здесь сделаны неодимовые магниты. И он магнитится к профилю. Вот как выглядят магниты. Они продаются в магазине. Они очень крепкие. Есть доступ ко всему оборудованию для ревизии. Смета на работу и материалы. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю вам хорошего летнего настроения. До новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.